Так, привет, друзья! У нас очередная воскресная встреча с Анной, специалистом по васту. И сегодня она нас хочет познакомить еще с одним интересным человеком. И кто это? Расскажи. Да, друзья, еще есть очень интересный человек, который тоже изучает васту уже очень много лет, с доктором, мы в одной группе. И сейчас мы решили работать совместно, и он мне будет помогать, вернее, мы будем делать наш проект, нашу академию вместе. И он очень давно занимается другими тоже науками, аюрведы, астрологией, разным целительством различного рода, да, то есть он ведет группы по йоге, по пранаяме, обучает людей, уже у него существующая есть группа астрологии, по выходным он читает Бхагавад-гиту, то есть он уже очень давно работает с людьми и работает вот в направлении целительства, да. И также он работает с такими серьезными врачами в Индии, да, он связан, которым они разрабатывают вот эту вот целительную программу, как помогать людям комплексно, да, то есть это тоже как бы все связано с васту, потому что все эти науки, йога, аюрведа, правильно, астрология и васту, это часть, это одно целое, это не какие-то различные науки, да, это часть, да, одной такой программы, часть, в общем, даже не знаю, как сказать, в общем, они очень сильно взаимосвязаны, да, то есть, и такой вот комплексный подход, да, к целительству, вот, у него разработан, и я хочу его вам представить, потому что он будет тоже задействован, естественно, вести тоже курсы в нашей академии, будет вести курсы по аюрведе, по астрологии, а также лекции и классы по йоге и пранаяме. Вот. И поэтому я хочу, чтобы вы как бы его увидели хотя бы в телефоне, он потому что в Дели, а мы здесь, вот. Но я думаю, что вам будет достаточно. И мы можем у него что-то спросить, правильно? Что, я не знаю, что могло быть вам интересно. Вот Ирина, может быть, может задавать ему вопросы, да, то есть как вот связано васту, аюрведа, какой у него подход, вот, чтобы вам, ну, хотя бы как-то было что-то понятно. Вот. Сейчас я ему попробую позвонить, если он уже освободился. Его зовут Тилак Мишра. Мишра — это браминская фамилия. Миша. Мишра. This Анна. Так, нормально? Hi, Anna. Hi. Yeah. Are we sitting in Saint Petersburg, or are we sitting in Moscow? Are we sitting in Hyderabad? Where are we sitting right now? In Путтапарти. In Путтапарти. Где вы, говорите, сейчас, да? Путтапарти. I'm just kidding. You and your friends, Anna. Good to see you. Yeah. So shall we start? Yeah. Okay. Так спрашивайте что-нибудь. Ой, ну ты для начала хотя бы как-то расслабь обстановку. Okay, should we start something? Like, actually, I have already announced, I told about you that you really, you combine all the science together, so, and you have developed your own healing system based on the astrology, Ayurveda, yoga, pranayama, so you combined all this Vedic science. So, can you speak a little bit about your system you have developed? Can you hear me at all? Okay. Sure, I can, Anna. I can. Mm-hmm. Okay. So, in Vedic culture, they used to identify the man or the woman beyond the body, right? So, in the world, what we see is, okay, who is Anna? Anna is somebody who I can see, right? Or who is Tilak? Somebody I can actually see, right? But in Vedic philosophy, they said that Anna or a Tilak, they are beyond the physical body. They are the emotions, they are the intellect, the thoughts that we have, the emotions that we have, right? And whenever there is... Oh, wait. It breaks the connection. Да. It's hanging. Он завис. Да, я не знаю, вот. Момент.
Guys? The internet is low. Wait a second. Yeah, because like Okay, it was sure. like for Now couple we of minutes. see you. Mhm. So let me translate here. Now you can see me? Yeah, I can see you now, but it slows. You know, the picture is hanging a little bit, so you was off for a while. Let me tell, like, yeah. Перевести. Конечно, да. Ну, немножечко он берет высоко, конечно. Он говорит, что как бы наше привычное сознание, оно людей как бы, ну, мы классифицируем, да, вот это вот мужчина и женщина, да, вот наше тело, вот мы, вот, да, то есть то, что видит наш глаз. Но ведическая система, она как бы определяет людей за вот этими пределами формы, да, она выходит за пределы формы, она относится к человеку как к чему-то вот к сознанию, к чистому сознанию, с эмоциями и со всей вот этой вот, ну, психикой, которая как бы лежит уже в глубинах подсознания, да, вот с этим работает ведическая психология, не столько вот сколько как с формой. Угу. Ну, у тебя есть, да, к нему вопросы? Я хотела узнать, вообще это все индийцы это понимают хотя бы так частично, или все-таки у них тоже материализм процветает? So she's just asking you back. I have translated that short sentence, like little bit I have translated. And she's asking whether everyone in India is able really to see the person behind the form, yeah, or have this higher understanding of individuum as you have described right now. Sure. I think that's a fantastic question. Now, people in India, in my generation, they, because of technology and the amount of travel that they've done, right? Guys, can you see me? Yeah, I'm just trying to hear you because sometimes, you know, it's Guys? connection is not good. Can you hear me now? Yeah, but it slows sometimes. That's why I really put my effort, you know, like, yeah, you just go on speaking. Oh, okay. So I was saying that with a lot of travel being done by us and because of technology, I think our intellectual level and personality is no different from an American's or a European. Okay. So, for example, my generation people are as similar to somebody from the US, from Europe. Okay. So that means that they would still identify the self with only the physical body, right? And because of which there is a revival of this ancient philosophy to encourage people to take up all these yogic lifestyle so that they understand their own traditions. Okay? Okay, just let me translate. Он говорит, ну, конечно, современное как бы поколение, а мы уже, ну, в общем-то, да, то есть много людей, мы путешествуем, мы как бы в миру, и, естественно, у нас нет такого понимания, что мы просто точно так же думаем, как и все остальные в мире, вот человек, вот его тело, вот его форма, и ничего дальше. Но именно поэтому вот некоторые люди, они хотят, как бы, как сказать, при помощи вот, да, вот этих вот древних текстов они хотят оживить вот эту вот ихнюю науку, чтобы человек и шел к этому пониманию, то, что сущность, ну, к человеческой душе, да, что, в общем-то, не в форме дела, они как бы и хотят вот при помощи всех вот этих вот наук, это как бы вот, чтобы, ну, пришло обратно это понимание, вот то, чего они хотят. Я? Yeah, thank you, да. Мы тут. Let me give you an example. Yeah, let me give you an example. Okay, if you compare today's India with India 10 years back, the divorce rate in relationship was maybe 1 in 10. Okay, 20 years back or 10 years back. Now, if you look around, 9.5 out of 10 people are ending up living separately after marriage. Yeah. So what has actually changed? What has actually changed? Yeah. Because what has really changed is with technology and a lot of travel, women in India have become more socially, culturally and financially independent as well. Okay. As a result of which, they have started
going out, looking after their own desires, looking after their own career, as a result of which the Indian man hasn't changed. The Indian man is still looking at the wife as if somebody who would do the domestic chores and stuff. So there's a lot of conflict happening, you know. So the times are changing. There's a lot of independence given to women, but Indian man still considers the woman as the Indian woman of 50 years back, right? So see how the perspectives of people in present day India is changing. So it's very similar to somebody in the US or Europe, you know, because of technology with internet, we would know what's happening in St. Petersburg, but wouldn't know what's happening in Mathura. Okay, we would know to enjoy a glass of Moscow Mule, but we wouldn't like lassi, you know, just to give you an example. Но он как бы говорит, что, конечно, все меняется в Индии. Еще 20 лет назад в Индии было так, что из 10 браков, да, вот женятся люди, да, в семье, то есть 1% разводился, а сейчас у них 9% разводится, да, то есть вообще все очень поменялось, они смотрят на Запад, и, конечно, все меняется, но внутри у них все равно остается, да, то есть как бы женщинам дана свобода, женщины там работают, да, у них какие-то там руководящие посты, еще что-то они такое делают в жизни, да, все это как бы пришло в их общество, но на самом деле где-то внутри мужчины их не все равно ожидают от женщин то, что они как раньше, то есть эти традиции, они где-то внутри остались, и он все равно как бы они ожидают, что женщина дома должна быть, да, у них есть такое внутреннее такое ожидание, все равно, вот это не поменялось, а снаружи, конечно, все вот это вот, то, что в мире есть западная культура, она приходит в Индию, иногда они просто, они лучше знают, что там где-то в Петербурге, нежели что там где-то у них прям под носом, да, то есть в Матуре, да, Дели Матура не так уж далеко. Вот, то есть все, естественно, меняется, да? Yes? Okay, next question, guys. Окей, так, как-то я растерялась. Интересно слушать, что он говорит. But we didn't come to the healing point of your program. All right, okay, sure, yeah, sure. So, as I was saying that when we talk about Tilak or Anna, we are much beyond the physical body, right? And as in Vastu, you know, Anna, that any eventology that happens in the physical realm is not the one which is causing that eventology. The eventology is there in the seed, in the potentiality, right, which we cannot see, right? So in the Akash Tattva, right, in the sky, in the space, right? Similarly, in the physical body as well, whatever is happening in the physical body is just an eventology. It's an effect. The cause is somewhere else, right? And the cause is usually in the emotional and mental body. That is the Vedic definition of a body. Okay? So that they say that any disease or any lack of health in the physical body is an effect, the cause of which is controlled by some body which is beyond the physical body or inside the physical body, which is the emotional body or the mental body. Ну, как бы он говорит, что все, что с нами происходит, нам кажется, опять-таки, с нашей точки вот сознания, где наше сознание находится, что все, что происходит вокруг нас, что это мы являемся причиной происходящего, что мы это делаем. Но на самом деле это не так. То есть вот эти вот семена происходящего, семена событий, они просто уже где-то лежат в эфире, они уже существуют, они проявляются, правильно? Точно так же это и с болезнями, например, да? Мы думаем, что вот это причина болезни, но на самом деле причина физической болезни, да, что это происходит в теле, да, у нас заболел какой-то орган, она тоже лежит где-то за пределами физической формы. Она была сформирована вне вот этой вот формы, вне физической формы, и причина ее лежит в эмоциональном теле, да, человека, да, то есть в психике. Да, вот это как бы почему он начал сначала с формы и то, что мы не являемся только формой, да, то есть человек, он гораздо больше, нежели просто его оболочка. Вот, и как бы ведическая система, она работает с началом, да, этой болезни, да, с источником ее, который находится за пределом формы в нашей психике, да, где-то у нас создалась вот эта вот вибрация болезни.
Ну вот если заговорили о болезнях, ведь это не только связано с этой жизнью, допустим, да, это может быть что-то еще из прошлой жизни заложено, да, вот идет какая-то там, ну, ответ на что-то, ну, вот, ты понимаешь, да, болезни не только в этой жизни нами заработаны, да? Irina, she's asking, can there be karmic consequences, that the seed of the disease was already planted somewhere in a past life, so we are just carried and it comes, it develops in this life, but the cause even can that be that it was from the past birth? Oh, absolutely, absolutely. So, but before that, we answer that question, let's try to understand a little bit more about disease and health, right? And I'll come to this question, answer in a bit. So what happens is the cause of any health or disease that shows up in the physical body is in the emotional or mental body, right? So that is the cause which is causing this dysfunction in the physical body, right? So what is it that causes that dysfunction? It is something called a hormone, right? A hormone is something that is generated by the body, a chemical that either switches on or switches off a different organ of the physical body, okay? And this hormone is either generated by a autonomous nervous system, which is called a sympathetic or a parasympathetic nervous system. And whenever there is some blockage in some emotions or some thoughts, then this parasympathetic nervous system and sympathetic nervous system, they become imbalanced. And once they become imbalanced, the production of hormones is imbalanced. And if the production of hormones is imbalanced, then the functioning of the organ of the physical body also becomes imbalanced. You understood? Yeah, you will have to repeat it, okay. Ты запомнила все, это сложно запомнить, он много говорит. So we're talking about... Okay. Wait a second, I will forget something, so we'll break it. Again. Yeah. Как мы уже упомянули, то есть начало болезни лежит где-то, да, то ли в там эмоциональном теле, то ли в ментальном теле, да, и это зависит от некого гормона, да, который продуцирует. Now I forgot when looks not starting, just short, you know, sentence I will forget. Okay. Sure. So a disease in the physical body is the effect, okay? The cause is in the emotional or mental body. Yeah, this I have right? translated, yeah. And and whenever we have a negative emotion like anger, sorrow, sadness, hurt, victimization, trauma, abuse, or what you said about inherited trauma from karma or from your ancestors, all of these, they act as a block in the physical or the thought body, okay? Ну, то есть, когда у нас какая-то происходит травма, да, то есть любая травма, любая эмоциональная травма, да, какое-то недовольство, что-то у нас там, кто-то нас обидел, это может быть даже из каких-то прошлых жизней, да, мы унаследовали что-то в этом роде, то оно производит, такой блокирует нашу психику, да, что-то перекрывается, и какой-то канал нашей психики перекрывается. Yes? Yeah. Then what happens is, once this block happens in the emotional or mental body, then what happens is a nervous system called a sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system, they get imbalanced. Sympathetic? Sympathetic and parasympathetic. Sympathetic and parasympathetic. Okay. И когда вот, собственно говоря, у нас происходит вот из-за каких-то эмоциональных, да, стрессов у нас происходит блок вот такой вот в психике, то симпатетик и парасимпатетическая система, я не знаю, как это на русском, она выходит из баланса. Симпатетик и парасимпатетик. Симпатическая и парасимпатическая. Симпатетическая и Симпатическая, посмотри просто. Симпатическая и парасимпатическая. Ну, пара это около как бы. Но у нас, короче, одна... они выходят из баланса. Вот эти вот две системы, они выйдут из баланса. Yeah, and so a sympathetic and parasympathetic nervous system, it
determines our fight or flight mode, as if you're going in a jungle and you hear the sound of a tiger roaring. Then suddenly you become nervous, right? Your body goes into a state of emergency, right? And the sympathetic nervous system activates, taking your heartbeat up, your blood pressure up, and getting you ready to run away from the forest. That's sympathetic nervous system, okay? И вот это вот симпатическая система. Наберите симпатетик по-английски. Что такое? Да нет, а вот по-русски что такое симпатическая? Симпатическая нервная Так система. называется симпатическая? Да, да. Ну, да, вот это из окей. йоги, это всем известно. Ну, понятно. Что это? Всем, кроме нас с тобой. Часть автономной вегетативной нервной системы, которая расположена на незначительном расстоянии от иннервируемых органов. Активацию вызывает возбуждение сердечной деятельности и усиление обменных процессов. Заполняем пробелы в нашем образовании. Sympathetic system and parasympathetic because like okay we know but we don't know exactly definition. Not enough education. В общем, когда случается какой-то стресс, да, то есть да, что-то там, эта симпатетическая система, она начинает выдавать вот этот вот гормон стресса, да, производить. Угу. Короче, это нервная система. Нет, она не явно выраженная, она рядом с ней находится, но она реагирует еще даже сильнее, посылает сигналы в нервную систему. Это то, что выше того, что мы знаем. Оно где-то рядом, но мы об этом не видим и пощупать не можем. Так. Да. Yeah. Yeah. And now, say for example, Anna goes into a 10-minute of Vipassana meditation, right? And after the session, she's very relaxed. That means the parasympathetic nervous system has activated and has calmed Anna down, all right? So that's the difference between sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system... Hanging, he's hanging. You're hanging sometimes. В общем, и отличие симпатетической нервной системы и парасимпатетической нервной системы заключается в том, что парасимпатетическая нервная система это просто вот вы когда находитесь в состоянии релаксации или медитации, да, поехали куда-то там раз где-нибудь в лесу или вы где-то там поехали на какую-то медитацию, и у вас вы все расслабилось, да, то есть вы находитесь в другом таком расслабленном состоянии, это значит активно парасимпатическая. Парасимпатическая, она относится к нервным узлам, то есть напрямую к нервной системе. Хорошо. А симпатическая где-то рядом, которую мы не знаем. Ну, подождите, давайте не перепутывать все вместе, здесь все сразу. Главное дело очень просто разобраться. Есть симпатическая нервная система, правильно, которая больше отвечает, реагирует на наш стресс, тогда она будет активна, а есть парасимпатическая нервная система, которая отвечает за наше какое-то спокойное состояние, и когда они выходят из баланса, давайте мы не будем перебивать ход этих событий, иначе все запутаемся. Вот. Это как бы очень на простом уровне объяснено, мы не будем, мы и так уже немножко вышли, по-моему, за рамки всех вообще простого понимания. Понимания, просто люди обывательского. Я обыватель. Да, потому что все запутаются. Okay. Just discussing, yeah, okay, we're trying, yes, okay, next. Okay, so then what happens is, let's take the example of diabetes. Example of what? In diabetes. Diabetes? Okay, yes, diabetes. Yes, diabetes, right? In diabetes, what happens is, the pancreas, which is an organ in the body, it needs to generate something called insulin, okay? No. And when insulin is generated, it breaks down the glucose or sugar in the body. Wait. То есть, например, если взять такое заболевание, как диабет, поджелудочная железа должна быть активна, и они, когда инсулин входит, активизируется поджелудочная железа, и подождите, и оно что там разрешает. What does pancreas does? Pancreas, what it does when you put the insulin? Sorry, Anna, can you repeat? So pancreas generates a hormone called insulin, and the insulin breaks the food in the body down and processes the sugar content, the glucose. Блин, как это сложно. Okay, so for example, you're eating food which is chicken, right? Now the chicken,
that goes inside the body needs to be broken down by the body, right? Yeah. То есть инсулин, который производит панкреас, он расщепляет на глюкозу вот эту вот нашу еду, которую мы едим. Yes. Okay. Yeah. Right? Now that food in the body is broken down by the body with something called hormones. Okay? So that hormone which processes the sugar content in the body is called insulin. Вот этот вот гормон, который отвечает за расщепление пищи и расщепление сахара, вот этот вот гормон называется инсулин. Right? Now, if the pancreas does not produce insulin, then the sugar in the food is not broken down in the body, as a result of which we have something called diabetes. So diabetes is a dysfunction in which the sugar in the body is not broken down because insulin is not being produced by the pancreas. И когда инсулин не производится поджелудочной железой, тогда значит, что он не расщепляет, не может взять вот этот вот сахар, не может расщепить еду. Вот что это означает, значит, недостаточно этого инсулина. Right? And the pancreas does not produce insulin because the sympathetic nervous system is not working properly. И вот в этом случае к чему он ведет, что поджелудочная железа, почему она не производит достаточно инсулина? Потому что симпатическая вот эта вот железа, симпатическая нервная система, она неправильно работает, да, что-то с ней случилось, она не в балансе находится. And why does the sympathetic and the parasympathetic nervous system are imbalanced in this case is because the person always is overwhelmed with life. Say for example, the person feels, oh, I can't do it alone. He's less confident. Oh, I'm overwhelmed. I don't know how to live through life. I'm scared. With all of these thoughts coming into my mind, my solar plexus chakra is imbalanced. And the solar plexus chakra corresponds to 6th house in astrology or the pancreas in the physical body. И это получается, почему вот система симпатическая, она выходит из баланса, потому что из-за каких-то наших эмоций, обычно она еще вызвана тем, что мы чего-то боимся в жизни, для нас чего-то много, да, человек говорит, я не справлюсь, боже мой, не смогу, так много всего на меня наваливается, боже мой, какой стресс, то есть я не могу этого выдержать, и это дает вот эти вот сигналы и нарушает работу. Это третья, это чакра, третья чакры, solar plexus, и он выходит тогда тоже из системы и нарушает работу симпатической системы. Okay, so now because my solar plexus is imbalanced, my pancreas is imbalanced, as a result of which insulin is not produced, as a result of which my sugar content in the body is not broken down. И вот эта вот тогда цепочка вся выстраивается вот из-за этих эмоций, да, нарушается работа чакры, да, солнечного сплетения, да, солнечное сплетение, третья чакра. И тогда, если эта чакра нарушается работа симпатической системы. Если симпатическая система нарушилась работой, то поджелудочная железа не производит в данном случае достаточно инсулина, и как результат у нас там диабет из этого выходит. Вот, ну, примерно вот такая вот система, так выстраивается цепочка вот такая вот с ведической точки зрения, как бы мы ее анализируем. Yeah. Okay. Now, so in order to correct diabetes, then what I then need to do is correct my solar plexus chakra, right? Чтобы вылечить вот этот диабет, предположим, да, что нужно сделать, нужно как-то поработать, скорректировать работу солнечного сплетения, да, третьей чакры. Okay. And she's asking how. Okay, so yes, I was coming to that. So how do you correct it? So you could do it with your physical exercises, you could do it with your breath, which is pranayama, you can do it with your food and diet, which is again Ayurveda,
right? And you can also do it with a lot of affirmation and visualizations that will actually go and reprogram your subconscious programming. То есть это целая комплексная работа, это могут быть физические упражнения, дыхательные упражнения, это диета, это разного рода визуализации, аффирмации. То есть это вот, ну, как говорится, вот такая комплексная работа над этой чакрой может как бы вот исправить. А то, что вот таблетками просто вот на Западе это чисто таблетками пытаются справиться. Okay, это usually people помогает? who have diabetes, they get insulin injection or they have some kind of, you know, the allopathic medicine, they solve this problem. Yes. So you take the insulin medicine because the pancreas is not producing insulin. So you have to externally inject insulin into the body so that the sugar can be controlled in your body. Alternatively, or if you want to embrace a yogic living, then through pranayama and asanas, with 40 days of yogic exercise and affirmation and pranayama, you can actually overcome diabetes. Он говорит, что на самом деле, если вы не, оставите вот это вот все эти, да, уколы инсулина, да, они получают, в этом случае мы разбираем, да, диабет, то если вы 40 дней будете действительно заниматься правильно вот этой вот комплексной системой, да, йогическими упражнениями, дыхательными упражнениями, диеты и визуализацией, вы сможете избавиться вообще, просто вылечить, излечить диабет. Yeah, so that's how I do. So the program, the computer adaptive test that I've developed, what it does is it tries to understand from somebody's behavioral pattern how and what chakras are imbalanced, and as a result of which I get to know what needs to be corrected so that the physical dysfunction of an organ can be corrected also. И вот также он разработал такой специальный тест, да, с множеством вопросов на компьютере, разработан тест с помощью вопросов, да, там есть множество вопросов, которые он задает, и основываясь на ваших ответах, да, он как бы вычисляет, какая у вас схема поведения, да, а какая вот, что с вами произошло, они могут даже видеть, что с вами произошло в детстве, чтобы выявить, где причина этой болезни, да, где началась, какая чакра, да, что в системе повреждено, да, изначально, да, в вашей энергетической системе, и как это тогда можно будет исправить. Yeah. So again, let me give you a quick example. Say, for example, your root chakra is imbalanced, right? And root chakra is the first chakra, the Muladhara chakra, and the symptoms of it is root chakra is Saturn. Okay, anything Saturn? to do with yes, root chakra is Saturn. Yes. So anything to do with stability, anything to do with repeating the same stuff for a long period of time with some degree of certainty. So Saturn keeps on doing the same thing over a long period of time, right? It's fixed, right? It's continued to do. So Saturn is scared of change because it's the slowest moving planet, right? Right? So, and if somebody is always constantly scared of change, that means that the root chakra is imbalanced. You understand? Scared of change. Like, say, for example, I want to wake up for the next 20 years and find exactly the same things around me. But if something changes, I get a heart attack. Then that's root chakra is imbalance? That's correct. Yes. You didn't tell me before. So that means you are stuck in life and you are scared of change. Okay? From that behavioral pattern, I can understand that the root chakra needs to be strengthened. So I will teach asanas, I will teach them pranayamas, I'll give them Ayurvedic diet, and all of it combined together, we will strengthen the root chakra. Once the root chakra is strengthened, then more stability comes into the life, you know. And as you know, Anna, last thing, root is also Artha and Kama, because it's 10 and 11, it's Saturn,
So it's Artha Purushartha and Kama Purushartha. So anything to do with an imbalance in root means that your ability to create wealth or your ability to fulfill your desires will always be imbalanced. It's not the fulfillment of desires, it will not be, isn't it? Yeah, exactly, yeah, because your Saturn is in India. То есть вот сейчас он как бы объяснял на примере первой чакры, да, Муладар у нас первая чакра, вот, и если что происходит, что если эта чакра, например, она вышла из баланса, да, то есть, ну, во-первых, он говорит, интересно, я не знала, что Сатурн, планета Сатурн отвечает, управляет первой чакрой, и вот этот вот Сатурн, он ужасно медленный, и он вот все любит делать, чтобы было это постоянно и медленно, да, это говорит о том, что человек очень боится каких-то изменений, что типа того, что сейчас что-то изменится, и я там вообще все умру, нет, пусть все будет и идет так, как было, так, как есть, то есть любой какой-то, ну, что такой важный шаг в жизни, человек будет бояться, вот, и чтобы сбалансировать эту чакру, да, то есть тоже, да, приписывают очень, ну, какие-то там диеты, упражнения, там, ну, в общем, есть целый спектр всяких методов, как эту чакру, собственно говоря, сбалансировать, и так, потому что эта чакра, она тоже отвечает за осуществление наших желаний, да, то есть если эта чакра, естественно, слабая, то у нас очень мало жизненных сил, да, потому что это жизнь, да, там начинается, и у нас нету сил реализовывать свои желания, мы так боимся, так привыкли уже жить там, как мы есть, что наши желания будут очень слабо реализовываться, да, естественно, от этого там может наслоиться еще куча разных проблем, да, и симптомов. Вот примерно вот так вот, как вот это работает. Пропал! Ой, опять пропал. Ой. Появился! Because you just, do you appear and disappear on that screen? Okay. Yeah, sure. So, understood? Yeah. Okay, so cool. Is it enough then? Yeah. Нам хватит уже? А то мы сейчас запутаемся. Ну, наверное, да. Для начала, ну, для знакомства, для начала мы очень благодарны ему. Передай, пожалуйста, что... Ну, передай сама. Сайрам, we're grateful for you. Thank you very much for explain us everything. Of course, we will have a lot of questions. We're ready to ask more, but now I think for first meeting this is enough. But I already have a lot of questions, but later. Thank you for introduce us. Спасибо за то, что представила нам такого замечательного, интересного человека. Да. Yeah, it's absolutely my pleasure. So, absolutely my pleasure. So I'll be happy to answer all the queries that come. So what we could do is we could actually have 1.5 an hour question hour sessions every week also. And if we can get those questions in advance, it helps us to answer it properly and also teach something in the process as well, okay? Yes. Да, то есть я забыла, что он Нет, сказал. Я забыла, что он сказал, пока говорил. Ну да, он говорит, да, то есть что он сказал? Он сказал, что он может каждую неделю устраивать отвечать на вопросы, да, и он с удовольствием вот это все рассказал. Мы, наверное, будем устраивать через вот эту вот академию, которую мы создаем, что вы просто сможете тоже лично задавать ему вопросы, и он будет на них отвечать, да, то есть, ну, скажем, может быть, это будет раз в неделю, может быть, это будет в 2 недели, но вот как бы есть с его стороны такое предложение, я думаю, что это удивительно, потому что он очень занятой человек, и то, что он уделяет нам время и готов дать что-то, вот видите, бесплатно, я считаю, что это очень вообще прекрасно. И здорово, что нужно воспользоваться такой возможностью удивительной, зависим там что ли. Нет, не завис, я просто хочу, чтобы он не скучал. Он не скучал. She's worried you're getting bored. Чтобы ему тоже было весело. She wants, Irina, she wants that you're also having fun.
Bye, thank you very much. Pleasure meeting you. Pleasure meeting you. Thank you. Как бы, да, очень приятно его нас встретить, да, хорошо. Спасибо большое. Ну, в общем, я, как всегда, я все ссылки на тебя, на твой канал, на твою академию, я все дам под этим видео, и, ну, ты там будешь сама решать, в каком ты захочешь формате знакомить людей с этим доктором. Может быть, будешь делать отдельные небольшие там видео на свой канал, может быть, будешь делать опять вебинары. Может быть, он будет выдавать какие-то лекции, да, то есть и консультации можно, естественно, с ним будет, но это, смотрите, естественно, не все бесплатно, он так великодушно нас всех призывает, он уделил время. Будет вести в академии пранаямы и йога-классы, да, то есть что-то это будет бесплатно, что-то это, естественно, понятно, что платно, что ж, извините меня, ну да. В материальном мире живем, и... и... должно быть, потому что все делать бесплатно, даже люди этого вообще на самом деле не ценят. Они могут не ценить это, они так и как бы будут к этому относиться, как к дешевке. И очень часто я видела, что те люди, которые даже по васту, вот по консультациям, если я кому-то делала просто так, да, вот, я вижу, что... не менялось. А человек не сможет потом ничего. Это просто приятно поговорили. Вот кто-то мне там сказал, ой, я что-то советовала там какой-то женщине, у нее рак, а я ей там типа того, что выезжаю или еще что-то. Или цену какую-то попросила за консультацию. Но извините, пожалуйста, я хотела ее жизнь за какие-то небольшие деньги, простите, спасти. И я просто знаю, что люди, которые... Вот вы не заплатили, и вы не сможете потом сделать ничего. Ничего. И мне тоже все не бесплатно приходилось, все эти знания, это большие деньги, то, что я платила и делала, и это много сил, да, и это не было просто бесплатно, я где-то на меня там свалилась просто-напросто, вот, и поэтому, естественно, у всего есть цена, да, и это как бы... Все энергия, и это самый легкий взаимообмен, это энергия, деньги, вот так, да. Просто, ну, невозможно бесконечно что-то там получать. Ну нет, да, конечно, нужно отдавать, потому что, как говорится, иногда люди, они даже не осознают, они даже и не благодарны, да, они просто берут и все. А это всегда чье-то время, чьи-то труды, ну, зачем? Так не устроен мир. Как я хотела сделать одну пародию, что, товарищи, я себе ничего не оставляю себе-то. Я сразу на улицу выхожу, а там все деньги хотят. Я сразу отдаю людям, обратно несу. Вы мне даете, а я в магазин сразу иду несу. Они ждут, там деньги большие хотят. Я ничего для себя не оставляю, не закапываю, ничего не закапываю. Сразу несу людям, отдаю, следующим людям отдаю. Так что вы не подумайте, что я для себя все закапываю, деньги где-то. Не закапываю, ничего не оставляю. Сразу раздаю деньги, иду. В магазин иду сразу, отдам. Там люди деньги хотят. Спасибо, дорогая. Благодарю. Да, все.